конце этого ролика покажу вам кое-что интересного. Всем привет! Вы на канале Toy House. И сегодня у меня новиночка, ребята, на обзоре от Технопарка. Я думаю, что она многим понравится. Но будут и кое-какие, так сказать, минусы. Но в целом модель зачетная. Я подержал ее, посмотрел, мне понравилось. Где купить, за сколько, все это расскажу в видео. Поэтому слушаем, не переключаемся и все узнаете обязательно. Итак, значит, моделечка у нас от Технопарка. И это, ребята, электричка. Вот такая. Легендарный глобус. Вот он. R9PK. Здесь номер есть у нас 160. Посмотрим, будет соответствовать он с моделью электрички данной или нет. Но я думаю, что это не столь важно. Масштаб данной модели очень близко к масштабу 1.87. Так, убираем коробку. Видите, новое крепление для держания моделей. Так, из металла выполнено. Так, номер соответствует. Смотрите, как на обложке у нас R9PK 160, так и здесь R9PK 160. Вы посмотрите, какая она классная, аккуратная модель. На самом деле здесь правильное количество окон. Можете посчитать. Ну, давайте вместе с вами. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 маленькая. В общем, в целом все здесь и пропорции правильные. И задняя дверь. Ну, единственное, вот окна не хватает. Но тоже правильно все сделано. Довольно симпатично. Ну, колесные тяги, так сказать, колесные пары, вернее, они здесь, конечно же, упрощены, но вы можете в целом вот эту всю часть снять и поставить, например, на свою. Но будет и минус. О минусе я расскажу вам. Смотрите, данные модели бывают со светом, звуком. Здесь у меня эта модель, вообще я одну единственную нашел, поэтому здесь света, звука нету. В общем, прожектор на крыше, он пластиковый, скорее всего, будет у нас пластиковый звук у нас будет. Свет гореть на прожекторе только, а фары, видите, здесь окрашены. Здесь есть имитация кабины машиниста, но слишком маленькое расстояние. Ну, как бы видите, вот сиденье, кресло там в целом сделано неплохо. Единственный минус, как вы могли заметить, это пластиковые двери, которые здесь есть. Можно было их в зеленый цвет окрасить. Кстати, салон тоже внутри довольно-таки правильный. Но опять-таки все в маленьком масштабе. Смотрите, сверху у нас написано «Сдвинь». И тоже многие писали, когда видели другую электричку, да, от Технопарка, говорили, почему так не сделать? И вуаля, Технопарк сделал это. Оп, видали? Двери, как и положено, сдвигаются. Единственное, их осталось покрасить в зеленый цвет, но это, я думаю, можно и самому сделать. Хоп, открываем. И вот тамбур настоящий. Ну, перегородок нету, соответственно, ну вот там сиденье. В целом все видно. Окраска очень классная. Все сделано здоровское. Теперь ждем, конечно же, вагоны. Значит, сцепки у нас выглядят вот таким вот образом. И с этой стороны. Ну, в целом, мне вообще вот понравилось. Купил я данную модель за 600 рублей. На площадке одного интернет-магазина. Не буду озвучивать, но вы должны понять, какого. Я думаю, догадаетесь. Кстати, здесь инерционный механизм. И колесики здесь резиновые стоят. Вообще она катается. Ну, даже по моему макету ездит. Но, я говорю, это все надо под замену. Это менять надо. Ну, если вам надо именно куда-то поставить ее, чтобы она красиво у вас смотрелась. Так, про цену сказал, где купить сказал. И теперь давайте о самом интересном. Это вот так вот выглядят две электрички вместе. Это близко к 43-му масштабу. Это близко у нас к масштабу 1.87. И вот, вуаля. Вот так вот они выглядят. И про эту электричку как раз таки мне писали, что здесь мало окон. Она короткая. Да, действительно. Видите, здесь как бы поинтереснее все сделано. И здесь колесные пары тоже более поинтереснее были вот на этой электричке. В общем, если их две соединить вместе, то получится очень шикарный экземпляр на самом деле. И здесь двери открывались у нас вот таким вот образом.
Оп, вот так вот, видите, просто ходит. Так, включился у меня. В общем, вот так. Наверное, звуки у этой электрички будут точно такие же, как у этой. Отсек для батареек находится здесь. Здесь что у нас снизу? Сделано в Китае. Ну и в целом все. И, кстати, смотрите, буква А, типа головной вагон, может быть, все-таки сделают и другие вагоны. Я буду прям очень рад. И теперь к одному из минусов перейдем. То, что данная электричка не подходит к масштабу 1.87. Сейчас я вам покажу. Ну что ж, принес я рельсы. Сейчас мы к ним перейдем. Ну вот, вагон от электрички, от умной бумаги, которую я недавно снимал, есть обзор на канале. Он точно в масштабе 1.87. Это электричка R2. Ну и вот разница. Даже по дверям, по окнам вы можете видеть. То есть это масштаб меньше, намного меньше. Это масштаб 1.87. В общем, разница очевидна. И даже так вот. Ну и соответственно, мы переходим к демонстрации. Ставить на рельсы будем, да, данную модель. Попробую вам продемонстрировать. Ну, в целом, здесь вот не совпадает даже. Ведь если заменять, то, может быть, все, конечно, дело и встанет. В общем, не знаю, какого масштаба надо мерить. Знать размеры настоящего, измерить эту, и тогда будет понятен масштаб. Так пока сказать не могу. Какой это масштаб. Ну, в общем, на рельсы в целом она встанет, наверное. Вот я думаю. Да, на рельсы, наверное, она встанет. Но не знаю, как будет смотреться. Ну, в целом-то вот и все. Вот такой вот сегодня видос, ребята. Если вам понравилось, то вы знаете, что делать. Знаете или нет? Давайте я вам еще вот так вот поближе покажу. Чуть-чуть. Так, даже поинтереснее будет. Ну, почему-то меня вот смущает. Знаете что? Все-таки меня смущает, что на рельсы-то она вроде встает. Оп. Вроде, да, по габаритам. Вот если брать вот так. Сейчас все отодвину. Ну, такое сегодня видео. Поэтому. Вот смотрите. Так вроде встает, да? Ну, а почему вот этот вагон настолько больше? Не знаю. Вот такой вот вопрос возник в ходе этого видео. В общем-то, все, ребята. С вас, короче, лайкос. Пишите обязательно комментарии. Ну, все. Всем пока. И всем самое главное, конечно же, добра.